Всем привет! Вы на канале Вязание для любимых, и с вами я, Лариса. Продолжая тему носков, я хочу вам сегодня рассказать, как я вязала вот такой вот носочек, пока он у меня только один, а вяжу я носки для своей старшей внучки, вот такие уже весенние, с цветочным орнаментом и вот с таким верхом. Ажурная кайма, которая присоединяется к резиночке носочка. Я вкратце расскажу, как я вязала этот носочек, а также я планирую в сегодняшнем видео еще показать один плотный узор. Он очень легкий. Я таким узором вяжу чехол для телефона. Приятного просмотра! Я на спице набрала 54 петелечки. Распределила по 27 на 2 спицы. Если вы вяжете на 5 спицах, то это количество петель распределяете на 4 спицы. И провязала первый ряд изнаночными петелечками, замкнула в кольцо. И вот так выглядит у меня лицевая сторона, а вот так выглядит изнаночная. Мне изнаночная сторона больше нравится, поэтому я поверну вязание, и изнанка у меня будет теперь лицом. Раппорт узора ажурного, который я буду вязать, вот эта кайма, составляет 6 петелечек и 2 ряда. Первый ряд я провязываю так. Вяжу 3 петли лицевыми. 1, 2, 3. Затем накид. 3 петли лицевых вместе лицевой. Накид. Вот мы провязали с вами первый раппорт. Еще раз. 3 петли лицевые. Накид. 3 вместе лицевой. Накид. И так я провяжу по всей окружности. Накид, 3 лицевых и накид. Встретимся во втором ряду. Второй ряд все петелечки провязываю лицевыми. Вот накид. И все петелечки лицевые. И так я провяжу 5 раппортов в высоту. Видите, вот 5 дырочек у меня. В последнем ряду лицевом я сокращу 2 петелечки. То есть я в начале и в конце, ну где-то вот так вот, сокращу 2 петелечки, потому что дальше у меня будет резиночка 2 на 2, и мне нужно, чтобы осталось 52 петли. Так, а сейчас самостоятельно провяжем вот эту полосочку бежевую ажурным узором, и дальше я покажу, как я соединю вот эти 2 полосочки. 5 рядов ажурной каймы у меня связано. Я в последнем ряду сократила 2 петелечки, и сейчас у меня на спицах 52 петли. Затем я отрезала ниточку, отложила вязание, и зеленой ниткой я уже связала 3 ряда резиночкой 2 на 2, тоже на 52 петелечках. Теперь мне надо эти 2 полосочки соединить, ажурную и резинку. Поверх ажурной я накладываю спицы с зеленой полосочкой, и теперь буду соединять. Я буду провязывать по 2 петли вместе. Одну буду брать петелечку зеленую, одну бежевую и провязывать зеленой ниткой 2 вместе петли. Вот одна такая петелечка, одна бежевая
и провязываю зеленой ниточкой 2 петелечки. И следующее. Провязываю лицевой пока. А уже в следующем ряду я буду переходить на резиночку 2 на 2. И вот так вот я провяжу весь круговой ряд. Я довязала соединительный ряд, а дальше буду вязать резиночкой 2 на 2. Вот так выглядит изнанка. Дальше я провяжу резиночку и после этого буду выполнять узор цветочки. Я вам сейчас покажу схемку, по которой я вязала. Можете перерисовать ее, скриншот сделать, как вам удобно. Дальше пятка у меня классическая или квадратная. На пятке я тоже цветочки вязала, но уже без светлой полосы. Вот так вот я их разместила. Хотя это было не обязательно. Вот. И дальше довязала уже носочек до второй полосы светлой с цветочками и делала закрытие мыска. В этой паре, то есть в этом одном носочке, я сделала закрытие через один ряд. И вот такой носочек вытянутый получился у меня. И для сравнения я взяла тот носочек, где я закрывала в каждом ряду. Вот у меня закрытие начиналось. Видите, какое расстояние? Вот. Если вот так вот посмотреть на два мыска, то заметно различие. Ну, как бы этот носочек тоже неплохо смотрится на ноге. Я сделаю фотографии на своей ноге, хотя носочек я вяжу на 38 размер, то есть это будет на размер больше, чем у меня нога, он на меня великоватый. Но фотографии я все равно сделаю, чтобы вы видели, как смотрится носочек на ноге. И еще хочу показать свой один процесс, ну это, можно сказать, такой маленький процессик. Я вяжу очередной чехол на телефон. У меня были два моточка по 50 грамм вот такого хлопка стопроцентного. Нитка толстая и грубоватая. Ее можно использовать только на такие вот, там на сумочки, на авоськи. Вот, и я решила связать с этой нитки чехол. Но даже речь пойдет не столько о чехле, сколько я хочу показать вот такой узор. Узор спицами, он очень легко вяжется, но очень плотный такой получается. Именно вот для сумочек, для кошельков, косметичек он очень хорошо подойдет. И давайте я вам покажу, как он вяжется. Потому что отдельным видео не хочу снимать, тут показывать-то и нечего. Вот, провязываю 2 петли вместе лицевой. Но снимаю только первую петлю. Видите, и первую петлю я не снимала, а провязывала сразу, чтобы был вот такой вот край. Затем вот эту вот не снятую петелечку я провязываю со второй тоже 2 вместе лицевыми. И опять снимаю только одну. Вот так. И так поочередно каждую снимаю. Вот.
И вяжу до конца ряда таким вот образом. Так, и покажу, сейчас довяжу, покажу, как изнаночный ряд я вяжу. У меня на спице остается 2 петелечки. Я их провязываю лицевой. Первую снимаю из тех, что я провязала, и вот эту уже одиночную еще раз провязываю лицевой. Так, и второй ряд изнаночный. То же самое, первых 2 провязываю изнаночной. Вот, первую петелечку снимаю. Можно помогать правой спицей. И все. Вот раппорт узора 2 ряда. А количество петелечек набираете сколько вам хочется. Вот. И вот такая вот изнаночка. Ну, конечно, полотно выглядит корявым, потому что неоднородная нитка. А вообще, вот если взять ниточку хорошую, то очень красивый узорчик. Такой. Ну, может быть, где-то вам пригодится он тоже. А на этом у меня сегодня все. Я буду с вами прощаться. До свидания. Берегите себя, своих близких, родных. С вами была Лариса на канале Вязание для любимых.